Друзья, всем привет! В этом видео я расскажу, зачем нужен электронный слайдер. Но прежде всего нужно понять, что это такое. На самом деле все просто, это направляющие, по которым движется вот такая небольшая каретка. Она оснащена электронным приводом, и это позволяет ей передвигаться очень и очень плавно. И благодаря электронному слайдеру мы можем делать плавные проводки по горизонтали, а также делать наплывы вперед и назад. Так вот, самое главное достоинство электронного слайдера, что он позволяет делать настолько плавные проводки камеры, что мы не сможем сделать этого ни с электронным стабилизатором, ни тем более с наших рук. Но конкретно у данного слайдера есть еще одно преимущество, у него есть дополнительная ось. Это как раз отражено в названии этой модели, то есть Axis, и эта дополнительная ось позволяет нам также делать вращательные движения в тот момент, когда каретка передвигается по самому слайдеру. Ну и конечно же слайдер может дать нам еще одну вещь, которую не может дать ни одно другое устройство, а именно повторяемость движения. То есть если мы задали какое-то конкретное направление, то слайдер может повторять его бесконечное количество раз, благодаря чему мы можем получить довольно креативный результат. И сейчас я расскажу вам, в каких случаях необходимо использовать электронный слайдер, но предлагаю начать с распаковки. Меня зовут Виктор Брусков, и вы на моем канале The Photo Gear. Устраивайтесь поудобнее, и мы начинаем. Если вы уже интересовались темой электронных слайдеров, то у вас возникнет закономерный вопрос, почему я выбрал именно вот такой тип слайдера, жесткого типа, а не складной, который выдвигается в обе стороны на собственную длину. И ответ очень простой. Жесткая конструкция обеспечивает плавность хода и не дает люфтов, которые как раз возникают при раскладной конструкции. А поскольку главная функция слайдера — это плавно перемещаться по своим направляющим, то я считаю критичным моментом, когда у нас могут появляться какие-то люфты. Я этого хочу избежать, поэтому выбрал именно вот такую модель. И также из этого фактора возникает второе достоинство данного слайдера, а именно, что его не нужно калибровать. То есть как только мы достали его из кейса, он уже готов к работе. Вставили батарейку, нажали кнопку включения и начинаем делать наши проводки. И как я сказал в самом начале, у данной модели есть дополнительная ось, которая позволяет нам также и вращать камеру во время движения по слайдеру. И это выгодно отличает его от всех остальных слайдеров, у которых есть только передвижение
по горизонтали, но вращение либо вообще отсутствует, либо выполняется механическим путем. Здесь у нас электронное повторяемое движение, которое задействуется при помощи дополнительной оси. И я хочу сказать, что данный электронный слайдер был моей очень давней мечтой, потому что у меня был опыт работы со слайдером, но как раз с механическим, а не электронным, и который был построен по типу выдвижения собственной длины. И хочу сказать вам, что это было то еще мучение, потому что мало того, что он постоянно люфтил, когда переезжал на одну либо другую сторону, так он еще к тому же и кренился по своей продольной оси. Но даже с тем дешевым, отвратительным механическим слайдером я умудрялся получать более-менее достойные проводки в интерьерах. И этот слайдер — это, конечно, небо и земля, потому что здесь он передвигается как по маслу, причем у него есть также и механический режим. При помощи всего лишь одного рычага мы можем открепить каретку от троса и передвигать ее ручками очень плавно. Но, конечно же, меня в нем больше всего волнует его электронная способность передвигаться, и я был приятно удивлен. Но хочу вас сразу предупредить, что если вы думаете, что достаточно просто купить электронный слайдер, то это, к сожалению, не так. Во-первых, к нему нужно дополнительно докупить аккумулятор. А в случае, если мы имеем дело с комплектацией Pro, то у нас также в комплекте идет дополнительная голова, которая создает дополнительную ось, только уже наклона вверх-вниз, то нам нужно и к ней приобрести дополнительный аккумулятор. То есть уже 2 аккумулятора, и также нужно позаботиться о том, чтобы у нас был очень устойчивый штатив. И для того, чтобы быть абсолютно уверенным, что штатив выдержит этот слайдер, я поехал к своим друзьям в магазин LS-Team, и мы там подобрали самый устойчивый штатив, который только есть в их линейке, у которого, во-первых, массивные толстые ноги, и который позволяет их расставить настолько широко, что длина слайдера как раз помещается в эти расставленные ноги. Более того, вот такой устойчивый штатив позволяет не использовать дополнительные ножки-опоры, которые идут в комплекте для того, чтобы зафиксировать слайдер еще и по бокам. То есть, если штатив устойчивый, то я могу просто установить его и поставить на него слайдер. Никакие ножки-опоры мне не нужны. Я как раз хотел этого избежать, и поэтому подобрал штатив понадежнее. Потому что я видел у многих зарубежных блогеров, которые снимали обзоры на данную модель слайдера, и практически в каждом обзоре у обзорщика падал данный слайдер вместе со штативом. Это как раз происходит, когда штатив неустойчивый, какой-то хлипкий, и у которого ножки раздвигаются короче, чем длина слайдера. Но больше всего меня порадовало, что сам штатив также карбоновый, как и сам слайдер. И вместе они смотрятся так, будто бы это все сделал один производитель. То есть выглядит как комплект. Поэтому, как я и сказал, будьте готовы раскошелиться как минимум на аккумуляторы, а как максимум еще и на дополнительный штатив. Что самое интересное, что даже без штатива этот слайдер можно очень даже успешно использовать. Например, если вот есть стол такой же длины, как сам слайдер, то его можно установить на собственные ножки, которые здесь довольно удобные. Они меняют свою высоту, благодаря чему можно также подстроиться немного по высоте. И вот как раз, когда я первый раз пошел пробовать этот слайдер в парк Кусково, я воспользовался ножками и, отрегулировав их по высоте, установил слайдер прямо на землю и с нее поснимал некоторые проводки. Что я обнаружил по ходу съемки в парке Кусково, так это то, что стабилизация камеры входит в конфликт со слайдером, и ее необходимо отключить, иначе мы получим прыгающее изображение. И как только я отключил матричную стабилизацию, я сразу же получил плавные проводки без каких-либо скачков. Поэтому также учитывайте этот момент. С экрана камеры не всегда можно разглядеть, что у нас стабилизатор прыгает, благо, что я отображал картинку на смартфоне через приложение Monitor Plus и мог видеть, что у меня происходят какие-то движения. Также по ходу испытания этого слайдера в домашних условиях я понял, что чем меньше скорость установлена на слайдере, тем плавнее получится проводка. Кстати, скорость здесь регулируется при помощи удобнейшей крутилки, и менять ее одно удовольствие. Как, собственно, и все остальное управление на слайдере, оно здесь интуитивное, и на самом деле я разобрался со слайдером полностью самостоятельно, потому что после того, как я в парке Кусково получил вот этот вот конфликт матричной стабилизации слайдера, я решил почитать инструкцию.
И когда я пролистал полностью всю инструкцию, я обнаружил, что она ничего нового мне не дала. То есть получается, что управление настолько интуитивное и понятное, что дополнительно залезать в инструкцию нет никакой необходимости. К тому же из управления здесь по сути только стрелочки влево-вправо, которые передвигают каретку у нас по горизонтальной оси, и также кнопки вверх-вниз, которые активируют ось вращения камеры. И после того, как мы подогнали каретку влево либо вправо, как нам необходимо, а также вокруг своей оси, мы просто нажимаем кнопку А, и тогда фиксируем начальное движение. Потом передвигаем слайдер и фиксируем точку B. И далее нажимаем кнопку «Пуск», и слайдер готов к работе. Вот настолько просто. Еще для управления этим слайдером есть фирменное приложение Zipon, которое на самом деле отличное, но я не стал его использовать, потому что управлять этим слайдером физическими кнопками оказалось намного быстрее и удобнее. То есть пока я залезу в приложение, соединюсь со слайдером и начну как-то там по сенсорному экрану регулировать всю эту голову, оказывается, что мне удобнее выставить все эти параметры прямо на кнопках. Поэтому для меня более оперативный вариант использовать ручное управление, но в случае, если мне понадобится возможность управлять слайдером дистанционно, то она здесь есть, и причем все управление происходит довольно корректно. То есть за управление я смело могу поставить 5 баллов, но хочу предупредить, что слайдер — это такая вещь, которая требует минимального привыкания. То есть хотя бы один день вам нужно выделить на то, чтобы подружиться с ним. Все, после того, как вы с ним поуправляетесь один день, вы привыкнете как к его габаритам, так к его особенностям и к управлению. Это совсем не сложно, просто требует какой-то привычки. Потому что я сейчас на него смотрю уже совсем иначе, чем когда я открыл его в первый раз. Он мне кажется таким же простым инструментом, как, например, штатив. А в самом начале мне показалось, что я просто влип, что это какой-то огромный инструмент, непонятно, что с ним делать, как им управлять и вообще, что из этого получится. Исходя из того, что я уже вам показал, можно сделать вывод, что на этот слайдер классно снимать какую-либо предметку, либо снимать архитектуру, но также его очень круто использовать при съемке интерьеров. Конкретно интерьерной съемки у меня пока с ним не было, но я уже уверен абсолютно, что он покажет себя превосходно. Но также он может быть задействован при съемке интервью, либо при записи говорящей головы. Для того, чтобы у нас, например, вторая камера передвигалась во время записи, и у нас появляется дополнительный план, на котором камера медленно движется, объезжая героя съемки. И сейчас я направил на себя вторую камеру Sony ZV-E10, которая передвигается на слайдере со 100% скоростью. И таким образом, пока я говорю, можно также использовать вторую камеру, чтобы она передвигалась в момент, как первая камера абсолютно статичная. Кстати, если у вас есть идеи, в каких случаях еще можно применять электронный слайдер, обязательно напишите об этом в комментариях, будет очень интересно почитать. Также я выбрался с ним еще на одну съемку к Большому театру, мне хотелось поснимать таймлапсы. Друзья, я пришел к Большому театру, притащил с собой весь этот сетап. На самом деле сначала он меня пугал, особенно когда я дома все раскладывал, то есть там штатив, этот слайдер. Но по мере того, как я им пользовался, то есть ходил в парк Пусково, я понял, что это не так страшно. И просто важно отдавать себе отчет, что работа со слайдером требует времени, поэтому все нужно делать не спеша. И сейчас я последовательно покажу, как я все это делаю, расставляю сетап. Я хочу подснять Большой театр от фонтана, то есть чтобы фонтан создавал параллакс, потому что я заметил, что самое лучшее движение, которое можно сделать, это если на переднем плане есть какой-либо объект, и также если в кадре движутся люди, потому что они создают как раз движение. Также было бы неплохо создать движение за счет облаков, но облаков на небе нет, поэтому будем работать с тем, что имеем. Ну и поскольку я забыл микрофон, то пользуюсь лайфхаком, то есть меня камера снимает, а записываю звук через диктофон айфона.
Самый лучший совет, который я могу дать, это сначала при помощи телефона примериться по кадру, а потом уже всю эту махину как бы использовать. Потому что передвигаться со штативом и со слайдером — это не самая удобная затея, поэтому проще поставить это все на месте, телефоном примерить, где мы хотим получить проводку, и потом уже задействовать непосредственно камеру со слайдером. И я очень оценил вот этот пузырьковый уровень, который позволяет мне отрегулировать слайдер на штативе. У самого штатива есть очень удобная регулирующая чаша, которая позволяет либо отрегулировать горизонт видео головы, либо, как в моем случае, электронного слайдера. Кстати, для того, чтобы его быстро разложить и сложить, я прибег к хитрости. Сам слайдер я убираю в чехол, а вторую часть уже с головой, которая отвечает за наклон вверх и вниз, я убираю в рюкзак. Таким образом, мне не нужно каждый раз собирать и разбирать эту вторую голову. Она у меня в собранной конструкции с этими рычагами и легко помещается в верхнее отделение рюкзака. Поэтому мне, по сути, нужно сделать всего два движения. Установить сначала слайдер на штатив, а затем прикрутить дополнительную голову. Причем прикручивается она при помощи удобнейшего винта, и это позволяет установить дополнительную голову на наш слайдер очень удобно, а главное быстро. Также очень круто помогают всякие меточки, которые расположены как непосредственно на самих рельсах, и также на голове вокруг оси вращения. Кстати, на самой каретке есть очень удобное крепление, которое выдвигается даже при помощи ногтя. И сюда можно установить любую голову, как серьезную, крупную, так и вот такую смешную для мобильного телефона. После чего на эту голову можно устанавливать либо камеру, либо смартфон. Поскольку во многих обзорах говорят о том, что слайдер довольно шумный, причем эта шумность зависит от того, на каком проценте мы работаем, я сейчас выставил его на 100% и сделаю проводку, чтобы вы услышали, как слайдер долетает в микрофон, который установлен непосредственно рядом с ним. Вот такой уровень звука мы получаем на 100%. Я считаю, что это довольно приемлемо. Если слайдер будет стоять где-то подальше, то его вообще не будет слышно. Особенно если мы будем использовать либо петличный микрофон, либо какой-то направленный конденсаторный микрофон. И подводя итог, могу сказать, что слайдер нам нужен в тех случаях, когда нам нужно получить супер плавную проводку, либо по горизонтали, либо вперед-назад, либо, как в случае с данным слайдером, мы можем переводить его и вокруг своей оси, и с наклоном вверх-вниз, если есть дополнительная голова. И таким образом слайдер перемещается практически во всех осях, словно голова змеи. Кстати, его также можно установить строго вертикально и делать движение вверх и вниз. Это то, чего я еще не делал, но то, что я хочу обязательно попробовать. Ну что, друзья, я постарался максимально подробно рассказать вам про то, зачем нужен электронный слайдер. Сам я еще с ним осваиваюсь. То есть это тот инструмент, с которым мне еще самому требуется научиться работать профессионально. Но однозначно он дает очень широкие возможности использования. Что мне нравится больше всего, что он позволяет мне достичь креативных подсъемов, то есть я смогу делать какие-либо распаковки, съемку техники при более интересных углах и движениях, потому что после того, как я отснял материал, который движется на слайдере, я могу его ускорить и получать такие спидрампы с классными проводками. А на этом у меня, пожалуй, все. Если вам понравилось это видео, то поставьте лайк. Также подписывайтесь на канал, если до сих пор этого не сделали, и поставьте колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. И всего вам доброго!